Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье, бритье, бритье. Совсем я уже было собрался бриться шаветками, как человек предполагает, а Господь располагает. Как мы будем выкручиваться из этой ситуации? Вы на крупные планы, смотрите внимательно и подробно, но я приступаю, догоняйте. Вот, парни, такая картина маслом. Сейчас вместе будем разбираться, потому что первоначально я планировал снимать обзор шаветками, так как и сам соскучился, и вы в комментариях как бы уже намякивали. Ну и плюс ко всему накопилось уже изрядное количество. Это и Константин Олегович, и Фирсов Иван, и Урмас, и Поэгна Константин, и Андрей Скрипников. Это все те ребята, которые прислали шаветки на обзор. А вот и ныне там. Но я думаю, сейчас от Константина Олеговича вытащу парочку. Он прислал одну вот такую красоту. И плюс там еще Паркер. Но потом, хлобысь, приходит посылка. Я ее вот буквально получаю от Андрея Левченко. И вместе с ней приходит опасочка. Ну и пара станков наших советских, старинной советской закалки. Та самая опаска, которая была на конкурсе, которую выиграл Денис Деденко, а потом я, как и обещал, отправил эту опаску Андрею Левченко на восстановительные работы. Он провел с ней все, что нужно, даже разбирал, верхние пины поменены, но он их подобрал в тон, чтобы они смотрелись все нормально. Естественно, почистил, где надо полирнул, подул, протер, маслица там заправил, там колесики подкачал. Ну, короче, марафет навел, ну, естественно, заточил. Ну и как вот сейчас, что, и куда, и как. И я вначале подумал, ну давай, наверное, вначале все-таки опаску. А потом, а тут же еще куча пацанов с шаветками, и что делать? Знаете что, ребята, вот сейчас вот у меня такая мысль созрела, наверное, давайте вот этих вот двух красавцев и оставим. Давайте, наверное, все-таки останется шаветка от Константина Олеговича и опаска Дмитрия Диденко. Ну, в смысле, кому она предназначается, кто ее выиграл. Потому что, ну, человеку-то надо отдавать, он ее и так уже достаточно долго ждет. Поэтому давайте, наверное, вот этих вот двух орлов и оставим. Начнем, наверное, с опаски. Я вам просто засвидетельствую, покажу, как она выглядит после восстановительных работ от Андрея Левченко. Говорил раньше и сейчас еще могу повторить, что Андрей тот человек, который очень хорошо знает клинковые опасные бритвы. И именно поэтому я ему отправил на, скажем так, на реконструкцию, на восстановление, на реабилитацию вот этот клинок, который мне достался совершенно бесплатно от нашего омского, от земляка моего, что ли, мы на выходные тогда ездили. И вот эта бритовка восстановлена. Коротко вам скажу, что это Silver Steel и произведение немецких мастеров. Сейчас где-то наверху вы увидите значок, пройдя по которому вы сможете найти более подробно, вернее даже более чем подробное об этом клинке, потому что Андрей не только ее восстановил, но уже и, скажем так, побрился, составил свое представление, сделал отдельное видео полностью со всей ее родословной, со всей ее историей, кто, где, когда, почему, сколько раз, кто свечку держал, фамилия, дата рождения. Короче, вот все, что можно, все нашел, все показал. И кому интересно, сходите посмотрите. Также оставлю ссылку в описании под видео. Здесь распаляться не буду. Поэтому вот на одну сторону лица, наверное, оставим вот эту красоту, чтобы поскорее уже отдать Денису. Так, показ тебя сюда. Вот так вот. Опа. Ну, а на вторую лица пойдет, наверное, ну, совершенно неправомочная вот по этим меркам, потому что, ну, согласитесь, то есть там, ну, я не знаю, там 200, 250, 300 долларов бритва, да, ну и 350 рублей шаветка. Но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что это будет интересный инструмент, кой вы, в принципе, можете найти без труда и на eBay, и на Амазоне, и на Али. Он там стоит буквально копейки. Со слов Константина, он ему обошелся, ну, где-то вот эта шаветка обошлась где-то в районе 350 рублей. Выглядит, да, выглядит необычно, и как ее держать, это мы сейчас с вами будем разбираться, потому что никогда доселе у меня такого не было. Сейчас какие-то предварительные охваты я уже сам для себя отработал. Ну а как это будет на практике, мы с вами вместе увидим. Самое главное понять, работает ли он. Давайте, наверное, вставим лезвие. Кстати, о лезвии. Очень много от Деева Михаила пришло. Кстати, от него же сегодня будет и крем для бритья, для чувствительной кожи от Ли, от компании. Так вот, от него вот такая пачка лезвий лежит.
Не от него только, от других парней тоже много, но вот тут сразу вкупе, чтобы все показать. И почему-то я на нее глаз в том числе положил. И вот думаю, чтобы, как бы. У него еще отдельно вот здесь вот, Миша, огромное тебе спасибо. Вот видишь, наконец-то мы добрались. У него вот здесь еще вот такие пакетики. Это вообще, ребята, это цимус, это золотая серия. Это вот то, что еще с советских времен, 80-х годов у него осталось. Это Физер, Перма Супер и Дейзи Экстра. Дерби Экстра. Дерби, по-моему, Экстра. И Ли. Испанская Ли. Хо-хо. Вот есть, конечно, соблазн такой открыть, но и вот эти вот короебочки я такие вообще первый раз вижу. Смотрите, Лои Шарп синий и черненький, ну, Бальзанов, да? Ну и вот еще Royal. Кто такой Royal, я не знаю. А знаете, может быть, это судьба. Вот смотрите, Ли и тут Ли. Давайте, наверное, вот это вот откроем и попробуем этой штукой побриться. А это пока отложим до лучших времен. И еще раз спасибо Михаилу за то, что дал возможность вам всю эту красоту показать. Кстати, вот даже не зная человека, могу сказать, что человек аккуратный, обязательный, руки не из жопы, и если уж что-то делает, то делает, старается, по крайней мере, делать все правильно. Посмотрите, как упаковано. Не так, а вот как. Мало того, что согнулся аккуратненько, так вот смотрите, так еще и скотчем, как вот прям не хухры-мухры. Так, открываем, что у нас здесь такое есть. Опачки, вот она. Ух ты, блин, а их тут два. А нам-то нужно всего одно. Так, ладно, тогда вот так вот сделаем. Давайте посмотрим на испанское Ли. Ребят, ну согласитесь, по своему образу и подобию это похоже на КАИ. Ни маркировки, ни звука, ни пука, вообще ничего нету. Просто голенькая. Ну ладно, пускай будет так. В конце концов, КАИ монополию на отсутствие все это не забивали. Итак, возвращаемся к нашей шаветке. Смысл, ребята, она чрезвычайно проста. Смотрите, здесь стоит фиксатор, мы его открываем, потом тырц, у нас открывается вот эта штука. Константин писал, что это под половинки лезвия, но опытным путем я установил, что не обязательно ставить половинки, можно поставить и целое. Те фиксаторы, которые внутри есть, все, что вам нужно, это просто аккуратненько, вот так, смотрите. Тырц. Так, что-то вы, мне кажется, не видите нифига, давайте я вам покрупнее сделаю. Аккуратненько так тырц, на лезвие поставили. А теперь, когда будем закрывать вот это, наша задача не сбить его, чтобы оно не пошло никуда. Видите, тут оно выходит достаточно неплохо. А теперь просто закрываем. Вот видите, чуть-чуть где-то что-то маленько сбилось, потому что неровно пошло. Да, вот оно это чуть-чуть. Так, сейчас мы все это поправим. Хоба. И тем не менее, я вот вижу, что этот край маленечко выходит. В принципе, для себя любимого и так бы сошло, но я возьму, наверное, вот так вот и подправлю. И после этого, так, а здесь оно вышло, что ли? Не хочу, чтобы оно здесь выходило, пускай оно лучше здесь выходит. И после этого мы с вами все это дело и фиксируем. Тырц. И вижу, что я правильно поступил, потому что если бы оно выходило с этой стороны, то и само бы попортилось, и я бы пальцы себе порезал. Вот видите, как оно здесь выходит. Все-таки, наверное, да. Если делать половинку, то с половинкой было бы, скажем так, надежней. Но иди потом устанавливай эту половинку. Все, зафиксировали. Вот теперь у нас это полностью готовый инструмент для работы. Вот так вот и будем бриться лезвием Ли испанской родословной. Все, с этим готово. И этим тоже готово. Все готово. Опять же, благодаря Михаилу у нас сегодня будет Ли для чувствительной кожи, баллон емкостью 150 мл. Ребята, эта компания выпускает не только крема, не только автошейвы, пришейвы, дадам, еще и кассетники выпускает, однолезвенные выпускает. Но это что для мужиков?
А также она еще дофига чего выпускает для мужчин, для женщин. Если разобраться, это очень мощная контора. И бритвенная тематика у этой компании это всего лишь какая-то, знаете, такая вот маленькая, вот такая вот маленькая веточка, потому что там всего еще дофига. Но тем не менее, каждый раз, когда я пробую эту компанию, мне нравится. Нравится, как работает их мыло, как работают их крема, ароматическая композиция, которую они применяют в своей продукции, нравится тоже. Она мне близка. Каждый раз, когда я ее чувствую, у меня она находит отклик в сердце. То есть это не те люди, которые что-то там, знаете, где-то что-то, а вот у них, скорее всего, сидит человек, который всем этим очень плотно занимается. И вот это вот восторженная испанская нота, которая здесь присутствует, она мне всегда нравилась. Будет ли это так в этом креме, я не знаю. Знаю заранее, что здесь туева куча глицерина и еще какое-то волшебное вещество, которое сейчас вы увидите на экране, но я его не запомнил, честно сказать. Оно шибко умное, сразу не запомнишь. Это как, я не знаю, французский учить, что ли. Ну вот сегодня этой штукой будем бриться. Естественно, без чаши. Поможет нам помазок. Решил стряхнуть пыль с DS Cosmetic, который сидит уже, давно уже сидит, и который, наверное, уже больше 1,5-2 лет назад, как я получил, 26 размер. Ну и не думаю, что он как-то застарел за это время. Вообще, в моем понимании, DS Cosmetic и Яки практически одно и то же. Единственное, чем отличается DS Cosmetic от Яки, но это чуть-чуть разные цвета ручек, а по узлам в DS Cosmetic вы можете нарваться на барсука чуть-чуть слабенького. То есть не такого плотного, как у Яков. У Яков это исключено. Вот, на мой взгляд, вся разница. Разница еще может быть в цене. А так это вот так вот, на ощупь, на цвет. Вот убери вот эту блямбочку, прилепи сюда Яки, да хрен ты отличишь. Вот так вот. Я, по крайней мере, со своей колокольни это воспринимаю. И побреемся. А на закусон у нас будет что-то из этой серии. Безалкогольное и слабоалкогольное я уже попробовал. Осталось 40, 60 и 80. 14, 16, 18. Бух. Вот помните, про что я говорил? Что там вот что-то вот такое вот может быть, да? Вот. Оба, и нету ничего. Вот оно, молочко уже. Так, оп. Посмотрим, что выберем, пока еще не знаю. Все, что, пошли бриться. Хорошо. Жаль, я не знал, что в мире влажного бритья есть это поветрие, что в ноябре никто не бреется. Я так не совсем и понял, что это такое. Это не челлендж, это какой-то там не бритье фест или еще что-то такое. Вот, ребята, кто в курсе этой темы, просветите, пожалуйста, интересно. Если это на самом деле столько важно для людей, интересующихся миром бритья, то на следующий ноябрь, а что нет-то, и мы с вами что-нибудь такое замутим. Там уже придумаем, как это оформить. Вот пару сантиметров крема мы с вами взяли. Одно меня смущает. В одном из магазинов я видел, что за этот крем пишут, что он не требует участия помазка. Так это или нет, но сейчас посмотрим. Если, допустим, не начнет сбивать пену и будет что-то такое, будем просто рукой наносить, да и все. Да, похоже на то. Никаких проблесков совершенно. Так. Угу. Собственно, помазок поучаствовал. Я не вижу необходимости тут что-то менять. Так что так и оставим. Первый. Кто у нас пойдет первый? Есть желание запустить шаветку. Так как этот инструмент неизведанный, не совсем еще понятно, как им работать, как его брать, с какой стороны к нему подходить. Поэтому на более привычную сторону для себя я хочу его запустить. Бога. Как бы пока не понял. Да, ребята, кстати, прошу прощения, обратите внимание. Все-таки хочу внести коррективу, что да,
первоначально Константин был прав. Это все-таки под половинки лезвия. Потому что каждый раз, когда я пытался сюда целое лезвие поставить, оно плавало, не фиксировало кромку и постоянно как-то вот так колебалось. И только после того, как я разрезал ножницами, поставил просто половинку, оно нормально зафиксировало, я вам сейчас показал как. Ну и что-то более-менее из этого стало получаться. С целым лезвием вообще никак. Влага кончилась. Но очевидные плюсы этого инструмента, которые нельзя не отметить, это его компактность. То есть маленький, сбитый. Помимо очевидного, то, что здесь какое лезвие поставил, так он и брить будет. Очень широкий, поэтому вот здесь носогубный вам что-то придется изображать. Ну, чего-то мы достигли. Сейчас пока я не готов делать какие-то заключения, уж больно непривычный инструмент. Ну, давайте на второй проход, а там уже посмотрим. Чуть-чуть воды. Теперь уже по 2 сантиметра не буду. Вот так вот взял на палец. Чуть-чуть влажная кожа распределяется очень, я вам скажу. Интересно. Так, ну и как мы сейчас с вами? Угу. Очень страдает из-за повышенного скольжения натяжка. То есть натягивать непросто. Надо ли пальцы в хвостах увозюкать или как-то ногтями, потому что кожа реально скользкая. Так, ну а здесь? Надо придумать как. Просто что дурдом, как скользко.
Да. Ну, тут надо приноравливаться сразу к двум вещам. Во-первых, к необычности инструмента, а во-вторых, к тому, как скользит этот крем. Уж больно необычно. Так, пожалуй, воды больше не буду носить и попробую без всякой воды. Еще возьму вот такую капелюху. На звуковое сопровождение обращайте внимание. Там молодая семья, они уверены, что ребенок должен растить вот как вот он чувствует мир. То есть вот не надо его ни в чем ограничивать, вот чтобы он самовыражался. Я уже видел пример такого воспитания. Чем этот закончится, ну, не знаю, посмотрим. Так. Да, как тебе поступиться-то с таким хватом? Ну, кстати, тут много вариантов удержания. Если вдруг недостаточно влаги, достаточно просто, в смысле скольжения, достаточно просто смочить руку. И тут уже просто оврал, что начинается. Так. Все, ребят. Шаветкой побрились, представление получил, составил. И сейчас, наверное, сполосну руки и переходим на опасную клинковую. Приступаем к левой половине. Сейчас я с клинком ничего не делал. То есть вот как он пришел с коробки, так вот оно и, пожалуйста, плиз, получите. На тот случай, что если вдруг что-то мне там покажет там жестковато, мягковато, да-да-да, я приготовил ремешок. Ну вот, уже освоился, по полсантиметра беру и на сторону ношу, и все. Ну, если так и дальше пойдет, то сами посудите. Баллончик 150 мл. Ну что он, маленький, худенький, по полсантиметра на сторону. Вы представляете, насколько его хватит? Ух-ух-ух. Так, ну и... Да. Для затравки не мало ли, Вадим Викторович? Да не, сойдет. Сойдет, Иванов. Так, сухие руки. Что-то об жопу вытер. Об шорты. Ну ладно, вы этого не заметили. Ну давай, красотулина моя, покажи. Ну уже не моя, уже Дениса Дыденко.
звонко, жестковато, как, собственно, Андрей и говорил, предупреждал. Для вас пройдет всего мгновение, а я сейчас хочу попробовать ее на ремешке прогнать, посмотрю, изменится ли что. А если что изменится, то в какую сторону. Не уходите. А я что говорил? Быстро, да? Так, возьму-ка, наверное, еще 0,5 сантиметра. Так, и попробуем. Короче, что я сделал? Урмас прислал 2 стропы, которые сделал сам. Я вообще преклоняюсь перед этим человеком, перед его терпением, усидчивостью, соображалкой. Ну, рубит вообще на раз. Так вот, Урмас сделал 2 стропы из хорошего материала. Одну он пропитал, там специальный состав, не жутко абразивный. И он вообще даже не полирующий, он какой-то там, знаете, ну достаточно щадящий. Эта стропа предназначена в том случае, если вы бреетесь опасной бритвой, на каком-то этапе она у вас что-то там перестала вас удовлетворять, вы берете простую стропу, на ней прогоняете, потом на ремешок и в путь. А вот если настал тот момент, когда уже и простая стропа не выручает, вот на этот случай он и сделал эту стропу. Так вот ее я не трогал, я взял простую стропу. Ну вот 15 раз на ней. И, не вру, 10 раз на ней и 15 раз на ремне. Вот сейчас и посмотрим. Ну, не сказать, что кардинально, но бархатистоти, на мой взгляд, чуть-чуть добавилось. Основной вопрос такой, как я его сейчас вижу для себя, это то, что ворс длинный, щетина, и по-хорошему тут сейчас было бы здорово натянуть все это дело. А как натянуть, если все скользкое? Вот и ломаю голову. Ну вот, худо-бедно с первым проходом справились. После первого прохода, вот то, что прошел, там, ну нет, на второй проход я бы не стал идти без повторения крема, потому что ну, там практически уже ничего нет. Хотя да, скользкость для пальцев остается, а для инструмента, ну нет, недостаточно. Вот сейчас почему-то видится так, что перед каждым проходом по полсантиметра брать, ну и добавлять.
Ну, по пол лица, конечно, да, это не то. Вот если сразу на лицо, то тут, наверное, в меньшей степени можно было бы испытывать дискомфорт, потому что не ограничивал бы себя, просто берешь и проводишь что. А тут сейчас какие-то границы, там то все, пол лица надо, пол лица не надо. Ладно. Ну, выбрался примерно клинковой-то поинтересней. Ну, я все-таки к ней больше привык. Ну, я имею в виду к форм-фактору. Ну, об этом сейчас поговорим в заключительном слове. А теперь компресс, массаж и вернисаж. Догоняйте. Пока сидел на компрессе, перед глазами стоят 3 автошейва экспериментальных. 40, 60 и 80. Всю голову ломал, с какого начать. А потом, а что ломать-то? Все равно все надо. Ну, так по порядку и пойдем 40, 60, 80. Ребят, я вам скажу, после этого крема идти его бабушку, сколько здесь остается всего на лице уходовых. Это просто пипец. Я даже не уверен, что сейчас тут какой-то автошейв пробьется и вообще нужен ли он здесь. Потому что кожа, вот знаете, как говорят, масляная, да? Вот она сейчас такая, реально масляная. Очень было бы интересно побриться с этим Ли, но привычным инструментом. Прям интересно. Так, ну 40 так 40. 40 это тот самый мутники, который я показывал на крупном плане. Заветные 25 раз. Почему 25 раз? Ну, моя цифра 5. Поэтому я выбираю 25, 55, что-то вот такое вот. 85. Запах, ага. Понятно. Ну, это из флакона. Обращать внимание не будем. Попробуем сейчас, что у нас будет на лице. Угу. На лице хорошо. Порать, конечно, не будет. Не знаю из-за чего. То ли так побрился, то ли 40 мало. Ну, все-таки 40 градусов. Но ее не на морду мажет. Это пить надо. Ну, не в смысле лосьон. Необычный. Цедра лимона. Возможно, еще какие-то тропические уходовые такие, что сейчас не уверен, разлеплю руки или нет. Что-то вот такое прям. Я чувствую тут всего дофига. Но уже стало высыхать. Уже липкое все. Если липкость пройдет,
через 5 минут. Значит, это то, что надо по запаху. Есть куда стремиться. Да, интересный, но не ярко выраженный. Не будет тянуть за собой. Просто так, мимолетное увлечение, так галочку поставил. Ну что, неплохо, и пошел дальше. А такое, чтобы, знаете, как палка в колесах. Что это такое? Ну когда еще? Нет, вот не такой. Ладно, есть над чем работать. Будем, значит, уходовый смотреть. Высохнет, не высохнет. По внутренней консистенции, ну, смотрится-то неплохо. Такое а-ля молочко. Крем. Я не знаю, с какой стороны к нему подступиться. С одной стороны, вроде как интересно. Ну, потому что реально было скольжение. Ну ладно, в опасной бритве все-таки хочешь не хочешь, а нужно кожу подтягивать. С этой стороны, да, тут проблемы. Ну, а если, допустим, тэшкой бреешь, там-то что тянуть? И тем более, что если ты делаешь уже 100-500 раз, ты знаешь, где, куда, что, как, там тянуть можно и не тянуть. Ну, пену нанес, как бы шапка, там, да, ясно, все раз провел, видно, провел. Здесь хрен-то там, здесь надо присматриваться, запоминать, где ты проводил, где ты не проводил. Но по окончании бритья, блин, ребята, ну все лицо прям было аж прям умасленное, реально умасленное. Не в том смысле, что жирное, противное. Я прям чувствовал, как кожа была напитана этим тем, чем там, вот там, блин. Поэтому я даже не знаю, как к нему относиться. Опять же, вот эта вот кишкотня на каждый проход, там берешь, отжимаешь и... Не привык я к таким вещам. Одно могу сказать точно. Если у вас чувствительная кожа, и вы голову ломаете, что многие вещи вам не подходят, и не знаете, куда ломануться, это один из вариантов. Правда, придется забыть про помазок. Придется все ручками. Но, тем не менее, вполне себе рабочий. Каких-то ожогов или еще чего-то я не могу сказать, потому что у меня кожа обычная. Ну, в смысле, комбинированная, жирная, сухой, то есть нормальный. Поэтому как на вас это отразится? Ну, учитывая то, что компания туда заложила ее и сколько и работают на рынке, они уже 1873 года. И вот линейками для мужиков, по-моему, они начали заниматься с 1943-45, какой год? Что-то вот какие-то вот эти года, то есть прошлого столетия. То есть ребята, ну, как минимум соображают, что они делают. Поэтому крем интересный. Ну, а вишенка на торт, его стоимость. Ну, представляете, баллон 150 мл, ну, это сколько там, 3 евро, да? Вот, то есть, вот так вот сразу, бум, 3 евро за 150. Представляете, сколько там органики и натуральных веществ? Да все, буквально. Одна химия, ну, хорошая химия, правильная химия, но тем не менее. Сами понимаете, что за такие деньги натурпродукт вряд ли туда кто-то добавит. Так что неоднозначный, такой противоречивый продукт. С одной стороны да-да-да, с другой стороны х-х-х-х-х-з. Поэтому тут фиг его знает. Ух ты, высыхает уже. И здесь. Так, стоп, молчим. Помазок. Ну, он сегодня вне игры. За бритву. За бритву хочу сказать, что инструмент достойный. И спасибо моему земляку, что продлил жизнь этому инструменту. И сейчас он поедет к Денису Диденко, будет ему служить верой и правдой. Со своей стороны хочу сказать, что с кондачка вот так, ну нет, я бы не смог его разобрать и понять. Потому что он достаточно широковат. И тут надо свои такие ужимочки маленькие делать. Потом, как ни крути, все-таки да, жестковат. Жестковат для меня. И даже несмотря на то, что я прошел по стропе 15 раз, 10 раз, а потом 15 раз по ремню, чуть-чуть бархатистости это добавило, но кардинально вопрос не решило. Кто-то скажет, ну это вот черта немцев, может быть. Но все-таки мне кажется, что если его погонять на бритье, на ремне, то с каждым разом все больше это будет облагораживаться. Поэтому тут, да, с некоторой стороны, конечно же, привычка нужна. Но вообще, конечно, какой он импозантный. Ну, такой аж прям весь, ну, понтовитый прям. Ручка, да, целлоид такой необычный. Потом вот эта золотая монограмма медью, Золинген, не хухры-мухры. И опять же все вот эти вот печати, инкрустация по спину. Ну, как минимум представительная. Плюс ко всему еще и бреет. Ну, то есть, ну... Интересно. Для коллекции достойный экземпляр. А что касается шаветки, ребят, как удивился. И знаете, в приятную сторону, пожалуй, что? Потому что
Честно сказать, когда я первый раз это в интернете-то увидел еще и до Константина, я думал, что это за зубочистка такая, для гинекологов, что ли, там что-то там раздвигать и туда этот мелкоскоп, ну знаете, да, вот это вот то, что там, ну-ка скажи, и так смотришь, там у кого гланды, у кого там легкие простыли. Да что-то медицинское. Но я никак не думал, что это шаветка, но я внимания-то не обращал. Ну, прошел, думаю, и дальше пошел. Сам внешний вид меня отталкивал от этого. А потом, когда Константин это прислал, вот тут-то я и удивился. Ну, во-первых, чему быть, тому не виноват. Если тебе суждено этим побриться, ты побреешься. Нет, забей. Удивился тем, что бреет. Удивился, как бреет. Удивился, как достаточно интересно и удобно держать в руках, совершенно необычно. Не так, как обычные шаветки, обычные опасные бритвы. Плюс ко всему, есть все-таки некоторые моменты, где приходится поковыряться и подбирать позицию, и подумать, как его лучше поставить. Но в большинстве своем, благодаря вот той геометрии, которая здесь есть, здесь насечка, здесь колечко, здесь крючечко, здесь бобечко, вот это, которая, кстати, крутится. И вот это все вместе образует некую конструкцию, которую ты когда берешь в руки, она сама каким-то образом просится в пальцы. И здесь все вот удобно. Даже несмотря на то, что когда я вот думал, а как вот так вот взять, а как вот так вот взять, да вот так вот, и все. И оно уже стоит. Должно стоять, стоит, вот, хоп, и все, и пошел тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Вот как-то вот так все это придумали. После этого я сам себе отметил, что вот эта конфигурация придумана не просто так, люди ее продумывали. Это не на те вяжись, это интересно. Стоимость 350 рублей. Насколько я помню, в интернете я на Али это видел что-то там 2,5, 3 доллара. Ну, то есть вообще ни о чем. Ребята, если кто-то думал за шаветки и брать, не брать, ребят, берите, а что нет-то? Это полезный, хороший опыт. Точно ставите половинку, не ставьте целое лезвие, потому что целое будет у вас плавать, не будет фиксироваться, плюс будет выходить с этой стороны, а оно вам надо, не означает, что палец порезать. Забейте, возьмите половинку, вставьте, несложно, привыкается быстро и брейтесь. А бриться тут есть чему. Какое лезвие поставите, таким бриться и будете. До сих пор я был уверен, что шаветка Седов по соотношению цена-качество, но это предмет, достойный книги рекордов Гиннесса. Это предмет, который достоин поставить его просто на пьедестал и сказать, ребята, вот смотрите, стоит вот так вот, а бреет вот так вот. Вот это шаветка Седов для меня в моих глазах. Это тот инструмент, взяв который, по сути, если ты думаешь за клинковые, за шаветки, тебе больше нафиг ничего не надо. Пошел он лезвие понакосил, иди себе брейся. Но натуру человеческую редко это успокаивает, потому что хочется и это, и то, а дай-ка и вот это, а дай-ка вот то. Вот шаветка Седов, что там, 2-3 бакса, там 1,5 бакса. Да ну, вон я пойду за 10 возьму, вот тот наверняка, ого-го. Проходит полгода, год, ты смотришь на всю вот эту гирлянду от 2 баксов до 150 баксов и понимаешь, что вот это ничуть, чем вот это. Это я вам сейчас могу сказать, но это по секрету, потому что вы-то этого еще не знаете. Вы еще пока возьмете ту, потешитесь, а вот потом уже. Поэтому, ребята, берите. Шаветку Седов берите и это берите. 2 бакса вам погоды не составят, зато удовольствие принесут кратно. Гораздо больше, чем эти несчастные 2 бакса. И опыт в жизни тоже. Ну и хорошее бритье. Вот сейчас я что с той стороны, ну, побрился, оцениваю себя на 4. Где-то так. Потому что где-то был выбит из колеи отсутствием пены и что не могу подтянуть, где-то необычностью инструмента. Ну, то есть, вот, возможно, я сам себе это выдумал и сам себя оправдываю, не знаю. Но факт остается фактом. Тут есть еще где пройти, и общая оценка, наверное, все-таки 4. Но я больше чем уверен, этим можно научиться бриться, и оно будет очень хорошо брить. Очень хорошо. Вот если было что-то такое, да, гарбич, трэш, ну, я бы вам сказал. Но это нет, это не то, совершенно не то. Ну а автошейв хорош, но я думаю, что это будет для сухой кожи. Потому что 5 минут давным-давно минуло как, а на лице я все еще присутствие уходовых чувствую. Они все еще пищат, все еще кричат, отстань, отвали, дай нам поработать. Не все еще ушло, это не липкое, но тем не менее, надо будет разобраться на эту тему. Ну что, ну все. До следующего бритья. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. До следующего бритья.